Всем привет, меня зовут Юлия Гендина, и вы находитесь на канале, который посвящен интерьерному вязанию. Но сегодня мы с вами не вяжем, сегодня мы с вами рассмотрим приложение, которое, возможно, вам пригодится при любом вязании. Ну, скажем так, и при вязании, и при вышивке. В общем, тогда, когда у вас есть схема, на ней есть какие-то обозначения, и вам хорошо бы с этой схемой сверяться. Как вы знаете, я за то, чтобы вязание приносило удовольствие. Поэтому я обычно выбираю узоры, которые не требуют постоянного заглядывания в схему. Но иногда узор настолько хорош, что все-таки схема нужна, я готова с этим мириться. И тогда, я вам уже рассказывала в одном из своих видео, я использую вот такой вот планшет. Это планшет, на который я кладу распечатку. Здесь есть магнитики, есть основной магнит в виде вот такой вот полоски. Эту полоску я могу передвигать по моей схеме, и все время к ней обращаться очень удобно. Казалось мне, скажу я так. Пока я в чате не увидела бурное обсуждение, что на самом деле давно уже человечество пришло к использованию различных программ для телефонов и планшетов, с помощью которых можно гораздо удобнее работать со схемами. И тогда я постепенно отложила свою вот эту вот ручную штуку для работы со схемами и решил попробовать, собственно, эту программу. Программ таких несколько, вы можете погуглить и найти их. Сегодня я вам расскажу об одной из них, которую я сама попробовала, действительно оказалось, что это очень удобно. Она работает и на андроиде, и на iOS, то есть можно ее открывать на планшетах и телефонах, которые на андроиде, и на планшетах, на айфонах, которые на iOS. И в ней действительно даже в бесплатной версии есть все необходимое, чтобы нам с вами упростить жизнь. Итак, давайте посмотрим ее. Я вам покажу ее сначала на планшете, а потом на телефоне. И скажу также, что можно установить ее и на компьютер. Я устанавливала на Mac. Единственное, что я не знаю, возможно ли установить ее на PC-шный компьютер. Это уж вы мне в комментариях напишите. Но я установила и на Mac, и на iPad, и на телефон. И сейчас вам покажу, как я в ней работаю, что в ней можно делать. И вы уж там дальше решите, пробовать вам ее или нет. Итак, вот так выглядит иконка этой программы, называется Knit Companion. Нажимаем и смотрим, что же там внутри. Это, правда, очень удобная имитация бумажки с ручкой и с линейкой, которой мы часто пользуемся при работе со схемами. В бесплатной версии очень мало функций, но я пользуюсь ею, и на самом деле там есть все, что нам с вами нужно. Вы можете потом самостоятельно изучить платную версию, там можно, например, раскрашивать маркеры, что-то еще делать, но сейчас мы обозреваем бесплатную версию. Что мы видим? Мы видим, что программа англоязычная, ну ничего, сейчас будем разбираться. Сверху у нас меню, в меню 3 кнопки: Local, Ravelry и Dropbox. Local по умолчанию открывается. Это вкладка, которая показывает, какие схемы, какие PDF-файлы у вас есть на этом устройстве. Вот у меня сейчас на этом устройстве есть один файл как раз с Ravelry, и все остальные файлы это мои собственные, которые я сама сюда загрузила. Давайте сразу про Ravelry быстро скажу. Если мы перейдем на вторую вкладку, большой плюс этой программы в том, что мы легко одним кликом можем ее соединить со своим аккаунтом на Ravelry. Чем это удобно? Тем, что тогда у вас попадут все проекты, которые когда-либо вы покупали или которые бесплатно оттуда скачивали, там много бесплатных проектов. И очень удобно, поскольку это все PDF-файлы, очень удобно с ними здесь работать. То есть вы открываете страницы этих PDF-файлов на большом экране и можете удобно пользоваться всеми функциями. Я сейчас открывать эти файлы не буду, потому что это все-таки нарушение авторских прав, но просто знайте, что очень удобный функционал. Итак, если мне нужно, сейчас переходим к самому главному, если мне нужно залить в эту программу PDF-файлы, которые не имеют отношения к Ravelry, которые сторонние, ну, например, сама я нарисовала, или я откуда-то скачала PDF-файл с нужной мне схемой, как я могу загрузить в эту программу? У меня есть два способа. Первый способ – это Dropbox. Что такое Dropbox? Это сторонний сервис. Он бесплатный, ну то есть там есть и платная версия, но бесплатного места хватает. Это просто файлообменник. Вы можете через компьютер зайти в Dropbox, там зарегистрироваться, если вы еще не зарегистрировались. И это как Яндекс.Диск или как Google Диск, то же самое. Вы туда складываете в свой профиль PDF-файлы. Вот, чтобы увидеть мои PDF-файлы, сейчас я воспользуюсь здесь правым меню с правой стороны, вот здесь есть PDF. Вот он мне показывает, какие PDF-файлы есть сейчас на моем аккаунте в Dropbox.
То есть, если мне нужно залить какой-то новый, я иду в Dropbox, заливаю туда новый PDF-файл, он появляется в этом списке. Что я делаю дальше? Дальше я кликаю на него. Он открывает мне вот такое вот окно. Сверху показано, сколько страниц в этом PDF-файле, в данном случае это одна страница. И я нажимаю кнопку Start Project сверху. Здесь написано Enter Project Name, то есть нужно ввести название проекта. Лучше вводить его латиницей, ну, например, я назову его Project PR3, допустим. Create Project, и вот у нас уже поле для работы с этой схемой. Посмотрим, какие у нас здесь есть функции, которых не так уж много, слава богу, и для чего они все нам нужны. Самое главное – это вот эти вот линии, желтая горизонтальная, синяя вертикальная. Они помогают нам настроить нашу схему таким образом, чтобы сразу быстро видеть место, на котором мы сейчас находимся, где мы сейчас вяжем. Собственно, это полная имитация линеек и ручки на бумажной схеме. Очень удобно. То есть вы сейчас находитесь, допустим, там, на вот этом ряду, и каждый новый ряд вы двигаете эту желтую линию. Синей линией я, честно говоря, пользуюсь только когда у меня схема из центра несимметричная, то есть я тогда просто синей линией здесь отмечаю, на каком я ряду, а в остальных горизонтальных схемах я синей вот этой линией не пользуюсь и отвожу ее в правую сторону. Что важно, постановка положения этих линий сохраняются, когда вы выходите из приложения и заходите в него снова. Это очень удобно. Кроме того, приложение не блокируется, экран не блокируется, то есть это просто действительно как бумажка у вас всегда под рукой. Тоже очень удобно. Ну и, конечно, вы пальцами можете раздвигать схему, уменьшать ее, как вам удобно. Что еще есть в бесплатной версии полезного? Вы можете видеть в левом верхнем углу красный ромбик с центральной точкой. Это такой фиксатор. Вы можете его поставить в любое место вашей схемы, таким образом зафиксировав его, пометив это место. Может быть, оно какое-то важное, может быть, это экватор вашей схемы. Чтобы это сделать, достаточно палец удержать на этом месте в течение нескольких секунд, и потом здесь появится вот эта вот точка. Она одна, чтобы ее переместить, нужно удержать палец на другом месте. Вот, пожалуйста. И последняя бесплатная штука, которая есть в этой версии, это вот эти циферки в правом нижнем углу. Это счетчики. Вы можете использовать, то есть у нас здесь 6 таких счетчиков, вы можете использовать каждый из них для своей цели. Например, первый счетчик у вас будет считать рапорты, например, второй счетчик ряды, третий не знаю чего еще. То есть, например, мы считаем, что вот первый счетчик, вот этот красный, будет считать рапорты, мы знаем, что вам нужно в этом ряду сделать там 7 повторяющихся каких-то элементов, и вы просто провязав один, нажали сюда, у вас появилась цифра 1. Провязали второй, нажали, у вас появилась цифра 2, потом из приложения вышли, на следующий день вернулись, и сразу видно, где вы закончили вязать и сколько рапортов у вас связано. То же самое, вот любой из этих счетчиков можно изменять эту цифру. Чтобы обнулить, нужно задержать палец на этом месте. И вот здесь левый кружочек обозначает уменьшить на 1, ну, в данном случае это 0 будет. Чтобы совсем обнулить, нужно нажать на правый кружочек. Все, у вас счетчик обнулен. Очень удобно и действительно такая рабочая функция. Ну, что еще? Еще сверху у вас здесь вот такая есть кнопочка, которая сейчас у меня выделена синим, на синем фоне. Если я ее нажму, то у меня сверху страницы PDF исчезнут, и схема будет на полный экран. Все, больше в бесплатной версии я ничего полезного не вижу, но повторю, что этого хватает для нормальной работы. Вы можете поковыряться здесь, у вас периодически будет возникать, конечно, окошко с предложением «давайте-ка вы подключите платную версию», она стоит, по-моему, 2000 рублей в год. Смотрите сами, посмотрите, какие там функции есть, может быть, вы занимаетесь вышивкой, и вам вот именно этих функций не хватит, а в платной версии как раз есть какие-то полезные для вас штуки, может, это для вас имеет смысл, для меня пока нет, я пока действительно довольствуюсь бесплатной версией, очень удобно. Давайте теперь посмотрим, что делать, если Dropbox у меня нет или не хочу я загружать через Dropbox. Могу ли я как-то по-другому отобразить в этой программе мой PDF-файл? Могу. Иду я в свой Telegram-канал, захожу я в этом Telegram-канале во вкладку «Файлы» и вижу здесь много-много PDF-файлов с разными схемами. Очень удобно, сама периодически пользуюсь ими. Например, хочу я, что я хочу? Ну вот вафельные ромбы, вот я вижу этот файл.
Я его скачала, открываю. И у меня есть кнопка «Поделиться». Нажимаю кнопку «Поделиться» и среди программ нажимаю кнопку «Еще», выбираю Need Companion. Вот он. Вуаля! Программа открылась. Все, осталось только нажать Start Project, набрать здесь имя, ну не знаю, ромб, и Create Project. Все готово, пожалуйста. И обе линии есть, можно уже работать, увеличить, как вам удобно. Счетчики есть, все есть. Повторю, что очень удобно. Вышли из программы, потом на следующий день вошли в программу, она быстро загружается, и линии стоят в том же виде, как вы их и оставили. И пока вы работаете с этой программой, экран не блокируется. То есть прямо вообще отличная штука. Повторю, что можно не только установить на планшет, но можно работать с этой программой и с телефона, и с компьютера, если у вас Mac. Про PC не знаю, но на Mac она у меня тоже установлена, она тоже есть в App Store, я ее установила. Там тот же самый функционал. Имейте только в виду, что на разных устройствах у вас будет во вкладке Local разный набор схем. Здесь у меня такие схемы на телефоне. Если я хочу, чтобы они такие же были, мне тоже нужно будет их сюда перенести либо с Dropbox, либо из другого какого-то места. Давайте теперь посмотрим, как у нас все это выглядит на телефоне. На телефоне та же самая иконка. Как я и говорила, то, что у нас находится во вкладке Local, она для разных устройств разная. То есть здесь у меня на Local немножко другие схемы. Ravelry то же самое у меня, по-моему, здесь, да, все мои проекты. Ну и Dropbox. Dropbox мы открываем. Вот вкладка PDF. Все, у нас отображаются все файлы, которые у нас есть на Dropbox. Работать с телефона удобно. Сейчас я покажу вам на какой-нибудь схеме. Ну, то же самое. Мы здесь нажимаем Start Project. Тот же самый функционал. Вот у нас схема открылась. Вот эту вот кнопку первую нажмем, чтобы сверху освободить место на экране. Все, также увеличиваем. Все отлично. Также у нас все линии работают. Можно повернуть экран телефона, и тогда места будет больше. Вот так вот. То есть то же самое. Работаем так же, как мы работали с планшета. И счетчики у нас есть с правой стороны. Все то же самое. Чтобы выйти на главный экран, нажимаем на крестик в левом верхнем углу и переходим в любую другую схему, которая нам нужна. Что я могу сказать? Что все-таки я пока на нем посижу. Его удобно в дороге, естественно, им пользоваться. Планшет с бумажкой не всегда возьмешь, а телефон или планшет электронный очень удобно положить перед собой и вязать, не отрываясь. Спасибо вам большое, что посмотрели. Надеюсь, вам будет полезно. Ссылку на это приложение в App Store, в Google Play оставлю в описании к этому видео. Попробуйте, если уже пользуетесь, расскажите, как вам. Хватает ли вам бесплатной версии? Если не пользовались, попробуйте, расскажите о ваших впечатлениях. Буду рада помочь. Спасибо большое, будьте здоровы. Пока-пока.